Добрый день, дорогие друзья! Уже на протяжении долгого времени многие игроки спрашивают у меня, как же следует правильно прокачивать золотых героев. Моя команда все это время усердно работала над этим вопросом. Мой товарищ из 73-го штата под ником Колян пообещал, что расскажет о действительно рабочей и хорошей стратегии. И вот он сдержал свое обещание и подготовил для вас информацию о стратегии прокачки героев, которая, по мнению нашей команды, является оптимальной на момент записи этого видео. Итак, как вы уже поняли, в этом видео я хочу рассказать вам о системе улучшения героев для тех, кто не готов вкладывать деньги в игру, то есть для free-to-play игроков, но при этом хочет оставаться на плаву и иметь возможность обороняться в случае нападения. Для этого я предлагаю вам использовать систему 2+1. То есть улучшать двух героев из нового поколения, а одного героя оставлять из предыдущего. Для начала давайте поговорим о важнейшем событии, которое позволяет игрокам пользоваться этой стратегией. Примерно каждые 3 месяца разработчики выпускают 3 новых героев. Самым лучшим и простым в улучшении для free-to-play игроков является тот герой, который находится в событии «Рулетка Ре». Повышать его звание вы можете за биокапсулы, которые можно накопить при выполнении заданий в различных событиях, открытии ящиков Союза и многом другом. Таким образом, в каждом новом поколении будет один герой, которого вам улучшить до ранга полковник или генерал будет достаточно просто. Но не забывайте, что звание этого героя будет зависеть от того, как активно вы играете и в каком альянсе находитесь, а также от возраста штата. Так как более активные игроки, которые находятся в более сильном и активном союзе, смогут накопить больше капсул. Теперь, когда вы уже знаете звание, какого героя повышать нужно в первую очередь, я расскажу вам о том, каких героев мы будем улучшать следующими. Допустим, у вас на данный момент уже доступно 5-е поколение – Эмма и Элли, Рокси и Химик. В период этих героев вы повысили ранг героя пехоты Эмма и Элли до полковника или генерала, так как он был доступен в рулетке Рея. А звания Рокси и Химика в этом случае нас уже не интересуют, потому что сейчас в вашем штате появится новое поколение – это Лука, Джессика Яо и Марта Джеймс. Из этих героев нам понадобится только Лука и Марта, так как герой пехоты у нас уже есть, а именно Эмма и Элли из прошлого поколения. Соответственно, Джесс мы пропускаем. Лукаса мы улучшаем в рулетке Ре, а Марту при помощи универсальных золотых фрагментов. Таким образом, у нас есть все герои с довольно высокими боевыми показателями. Самым главным в этой стратегии является то, что с выходом каждого нового поколения в рулетке Ре изменяется тип героя. Обычно в ней был герой пехоты или наездник, но в этом поколении там оказался охотник, Лука, что меня приятно удивило, так как в общем нам не играет роли, какой тип героя в этом событии. Главное, что он отличается от предыдущего поколения. Но все же, как мы уже знаем, герои пехоты и охотников более важные. Таким образом, у нас будет 2 отличных героя, которых мы улучшили при помощи биокапсул, а также третий, которого мы улучшаем только универсальными фрагментами. Думаю, по поводу первых 2 героев из события Рулетка Ре все понятно. Давайте поговорим о третьем герое, улучшение которого, на мой взгляд, является самой сложной составляющей этой стратегии, так как на него нам потребуются универсальные легендарные фрагменты. И стоит понимать, что он может быть в купонах или в таких событиях, как Война Штатов и Выживут Быстрейшие. В зависимости от того, где он окажется, вы сможете получить его фрагменты за капсулы или при получении наград за более высокий ранг в событиях. И как я говорил ранее, разработчики добавляют новое поколение героев примерно каждые 3 месяца и порой даже немного позже, что играет нам на руку. Так как за это время игроки free-to-play имеют достаточно времени, чтобы накопить максимально возможное количество универсальных золотых фрагментов. Если наш с вами третий герой окажется в купонах, в таком случае за 90 дней мы сможем приобрести его фрагменты за капсулы 12 раз, а это 120 фрагментов. Но если он окажется в событиях «Выживут Быстрейшие» и «Война Штатов», то все зависит от вашего умения распределять ресурсы, так как для получения его фрагментов вам придется соревноваться со всеми игроками вашего штата. И в этом случае, как я говорил в своих роликах о прохождении этих событий, правильное использование накопленных предметов даст возможность занять лучшие места в ранге, что в свою очередь позволит получить больше фрагментов этого героя. Ссылки к этим видео я оставлю в описании. Ну а теперь давайте рассмотрим ряд событий,
событий, в которых мы сможем получить легендарные универсальные фрагменты. За 90 дней в вашем штате 6 раз будет проводиться событие «Вызов Альянса». Предположим, что вы находитесь в достаточно активном альянсе, и его лига в данный момент эксперт. Ваш альянс не занимает призовые места, и вы в том числе не стремитесь в топовые места в рейтинге Союза. В таком случае при выполнении всех заданий вы гарантированно получите 8 фрагментов, а за 6 проведенных событий в сумме у вас уже будет 48 золотых фрагментов. Также приблизительно каждые 1,5 месяца проходит событие типа карнавал. Предположим, что за 90 дней было 2 карнавала, в которых, как мы знаем, есть ряд карнавальных событий. И в одном из них при использовании уникальных предметов, таких как грим, шарики, пули или бубенчики, вы сможете открывать уровни с наградами, в которых можно получить 1 золотой фрагмент. А по достижению 21 уровня вам становится доступным 3 сундука с дополнительными наградами. И открыв их все, вы получите еще 10 фрагментов. Ну а если вы с умом используете ваши накопления и проявите активность в день заготовки ресурсов, вы с легкостью попадете в топ-50 основного события, а это 10 золотых фрагментов. Таким образом, при прохождении 2 карнавалов в сумме можно получить еще 42 универсальных золотых фрагментов. Далее рассмотрим событие «Война штатов». В нем за выполнение всех заданий на 6 этапах по набору очков вы получите знаки отличия, за которые вам дается плазма и важные для нас золотые фрагменты в размере 10 штук. И за 90 дней в вашем штате пройдет 3 подобных события, что в сумме даст нам еще 30 универсальных фрагментов. Также, если вы находитесь в активном альянсе, который попадает в топ-20 штата, вам доступно событие «Рейд на резервуар». В период Лиги Резервуара проходит сражение каждую неделю, что дает куда больше золотых фрагментов. Но так как мы рассматриваем систему в целом, то давайте возьмем период, в котором у нас будет только рейд на резервуар раз в 2 недели. В случае победы все игроки, которые набрали 180 тысяч очков, получат 10 золотых фрагментов. Но при поражении только 5. За 90 дней ваш альянс сможет принять участие в этом событии 6 раз. И предположим ситуацию, в которой ваш альянс победит только 3 из них. В таком случае за 3 победы вы получите 30 фрагментов, а за поражение только 15, что в сумме даст нам еще 45 универсальных фрагментов. Ну и самое главное, это уровень вашего VIP, с которого также можно получить золотые фрагменты. В среднем free-to-play игроки находятся на 7 или 8 VIP уровне, с которого при активации они получат только 1 фрагмент. Но если активировать его на 90 дней за 30 тысяч биокапсул, то в таком случае вы гарантированно получите 90 фрагментов. Таким образом, за 90 дней без вложений можно получить 48 фрагментов с события «Вызов Альянса», 30 с войны штатов, 45 в рейде на резервуар и 42 в 2 карнавалах. Плюс 90 фрагментов с уровня VIP, что в сумме даст нам 255 легендарных универсальных фрагментов. И не забывайте, что помимо этого, при правильном вложении ваших накоплений в событии «Война штатов» и «Выживут быстрейшие», вы сможете получить фрагменты нужного героя в зависимости от ваших результатов. Кто-то несколько раз попадет в топ-10-20, у кого-то получится выцепить призовое место, а кто-то вообще их пропускает. Или же приобрести те самые 120 фрагментов за биокапсулы, если он будет в купонах. В таком случае повысить звание этого героя до подполковника или полковника для игроков free-to-play будет достаточно просто. Прошу принять во внимание тот факт, что мы рассматривали вариант не выше средних показателей. То есть игрок в нашем примере находился не в лучшей лиге вызова Альянса и не занимал там высокие позиции. Также в рейде на резервуар мы взяли соотношение побед к поражениям 1 к 1. На карнавалах не брали награды выше минимальных, а также VIP у нас дает лишь 1 фрагмент в день. Понятно, что большинство перечисленных событий зависит во многом от игрока. Так, например, если мы возьмем опыт игры Коли, автора этого текста, он достаточно активный игрок, постоянно занимающий 1-2 место в вызове Альянса, без особых затрат. А это может дать от 60 до 120 дополнительных фрагментов. Также он активно участвует в событиях и по итогу по данной системе получает 2 генералов из рулетки Рея и 3-го героя в ранге полковник.
Таким образом, особенность данной системы 2+1 заключается в том, что работает она исправно в любом случае. Просто итоговый результат может измениться в зависимости от вашей активности. Что ж, друзья, это все, что я хотел рассказать вам о том, как правильно и с умом улучшать героев нового поколения. И хочу выразить благодарность Коле за его проделанную работу. Если у вас остались какие-либо вопросы, он готов ответить на них. Все контакты будут в описании. Если видео вам понравилось, поставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередные видео, а их будет еще очень много. Также присоединяйтесь к нашему Discord серверу, где вы сможете пообщаться с более опытными игроками о всех игровых моментах State of Survival. И не забывайте писать свое мнение об этом ролике. Ну а я благодарю вас за просмотр, улучшайте ваших героев правильно, берегите себя, всем пока!